Привет! Не так давно мне на глаза попалась папка с балетными фотографиями, которые я коллекционировала лет 15 назад, когда была подростком. Они, с одной стороны, вызвали приступ ностальгии и эстетического восторга, а с другой – вопрос. Как от этого, от большого и глубокого искусства, которому не нужны были ни студии, ни навороченная техника, мы пришли к абсолютно одинаковым безыдейным пустышкам, в обертке дизайнерских платьев, спонсорских бриллиантов и интерьеров. Что случилось с балетной фотографией? Это ее конец или один из закономерных витков развития? Чтобы найти ответы, я решила изучить историю жанра и вспомнить самых ярких его представителей. На этом пути открыла для себя много новых имен и фактов, о которых раньше не имела ни малейшего представления. И теперь, конечно же, хочу поделиться открытиями с вами. Меня зовут Наталья. Вы на канале Неприма, где я простым языком и с большой любовью рассказываю интересные истории из мира танца. Самые старые из ныне известных фотопортретов танцовщиц относятся к рубежу 40-х-50-х годов XIX века. На одном из ранних дагеротипов снимки на хрупкой медной пластине портрет австрийской балерины Фани Эльслер. И думаю, это очень символично. По воспоминаниям современников, Эльслер была огнем, воплощенной радостью жизни, бурлящим источником эмоций и жизненных сил. Наверное, автор снимка стремился поймать эти эмоции и сохранить их в вечности. Также в открытом доступе есть фотопортрет уже пожилой балерины, сделанный в начале 80-х годов. Даже здесь она далеко не чопорная гранд-дама. Но вернемся на 40 лет назад. В коллекции музея Джона Истмана хранится карточка 1849 года, авторства неизвестного фотографа. На ней танцовщица, увы, тоже неизвестная. Поза артистки максимально проста, но не потому, что она была слабой балериной. Просто выдержка на фотоаппаратах того времени могла достигать 30 секунд или даже минуты. Попробуйте замереть в какой-нибудь эффектной танцевальной позе на 30-60 секунд. Вообще-то задача не из простых. Этим обусловлена одна из главных особенностей ранней балетной фотографии. Кадры статичны, на них образ, не действие и не движение. Вот пример еще одной старинной работы – портрет испанской танцовщицы с кастаньетами, снятый в 1850 году. Как видите, поза тоже без затей. Съемка в XIX веке могла проводиться только в специально оборудованной студии, куда для антуража помещали фрагменты декораций. Иногда авторы выстраивали целую мизансцену из спектакля. О съемках в условиях театрального освещения тогда и речи идти не могло. В России одним из первых открыл такую студию для съемок артистов итальянец Карл Иванович Бергамаско. Уроженец Сардинии приехал в Петербург работать хористом, но однажды во время спектакля с ним произошел несчастный случай. О карьере можно было забыть. Но Бергамаско не отчаялся. Он окончил Академию художеств и начал обучаться фотографии. С 1863 года Бергамаско являлся официальным фотографом императорских театров. Да, нам, возможно, кажется, что штатный фотограф – это должность новейшего времени, но на самом деле она существует уже более 150 лет, представляете? Кроме того, Бергамаско был востребованным светским портретистом, снимавшим российскую и британскую императорские семьи. Еще одна знаковая фигура имперской театральной фотографии, которую нельзя не упомянуть, это Елена Мразовская. Купчиха черногорского происхождения, окончила фотографические курсы, стажировалась в Париже, а в 1894 году открыла собственную студию в Петербурге. Просто задумайтесь. Женщина открыла свою фотостудию в XIX веке в Российской империи. Более того, в 1897 году Мразовская стала фотографом Императорского музыкального общества. Но самое удивительное, что именно она является автором этих знаменитых портретов Матильды Кшесинской. Вы, как и я, наверняка их видели, но вряд ли обращали внимание на подпись автора и задумывались, что снимала женщина. Пока в мире фотоискусства господствовал жанр портрета, больших технических и эстетических прорывов не случалось. Но преуменьшать их значимость тоже не стоит. Благодаря этим снимкам мы знаем, как выглядели величайшие артисты прошлого. Можем рассмотреть детали давно утерянных костюмов и декораций. Когда же наступили перемены?
когда технический прогресс позволил фотографам переместиться из студии в театр. Первые попытки делались в начале XX века, но только в 1938 году в Лондоне вышел культовый, единственный в своем роде сборник женщины-фотографа Мэрилин Северн «Ballet in Action» – «Балет в действии». Там было 200 снимков, сделанных во время спектаклей и репетиций труппы Михаила Фокина, великого хореографа, бывшего артиста императорских театров, обосновавшегося к тому моменту на Западе. Мэрилин была самоучкой, может, поэтому у нее не было страха, этих шор, которые мешали профессиональным фотографам выйти за границы привычного, за стены своей студии. К тому же интересы Северн не ограничивались театром. Она снимала и строителей, и медсестер, и фермеров, и скалолазов, и африканских шаманов. У нее был невероятно широкий кругозор, чего категорически не хватает многим современным жанровым фотографам, но не будем забегать вперед. В 1945 году увидела свет еще одна легендарная книга. Ее, правда, в отличие от Ballet in Action, переиздавали, так что библиографической редкостью балет Алексея Бродовича, наверное, не назвать. При этом она сыграла огромную роль в становлении фотоискусства. По ней до сих пор учатся. Пара слов об авторе. Алексей Вячеславович Бродович родился в Российской империи в семье врача и художницы. Он хотел учиться в Академию художеств, но в итоге поступил в военное училище. Его юность пришлась на тяжелые годы. Первая мировая, потом гражданская война, ранения. В 1920-м Бродович перебрался в Париж. Там он познакомился с Дягилевым и начал работать театральным художником русского балета. В то же время он был, как мы сейчас сказали бы, графическим дизайнером, оформлял меню ресторанов, афиши и журналы. Однажды афиша Бродовича даже заняла первое место в парижском конкурсе. Казалось бы, ничего особенного. Да, если не учитывать тот факт, что второе место досталось Пикассо. Я говорю Пикассо на французский манер. Но самая успешная глава жизни Бродовича связана с Соединенными Штатами, куда он переехал в 1930-м. Сначала преподавал рекламную графику, а в 1934-м стал арт-директором журнала Harper's Bazaar и оставался в этой должности более четверти века. Как же родилась фотокнига, посвященная балету? В 1935-1937 годах в Америку на гастроли приезжали несколько трупп, в том числе небезызвестный русский балет Монте-Карло. Среди спектаклей, попавших в объектив Бродовича, были «100 поцелуев» и «Свадебка» Брониславы Нижинской, «Котильон» Баланчина, «Треуголка» и «Волшебная лавка» Мясина, «Шопенианы» Фокина и «Лебединое озеро». Бродович начал снимать, как сам впоследствии говорил, просто на память, но кадров накопилось столько, что решено было собрать их в книгу. Балет называют кинематографичным проектом, потому что Бродович намеренно не ловил позы, как это было принято. Его интересовала динамика, переходные моменты, сама жизнь. Никакого специального освещения он не использовал, довольствуясь тем, что есть в театре. Большинство кадров намеренно засвечены или затемнены. Методом глубокой печати фотограф усилил зернистость, оставил все дефекты, царапины и отметины. Работа Бродовича повлияла на многих молодых фотографов. Среди них был, например, Ричард Эвиден, будущий гуру фэшн-индустрии, известный своей любовью к движению. Вам наверняка попадались его снимки топ-модели Верушки, это пара на роликах и изящная Давима со слонами. Так вот, Эвиден в 1949 году в соавторстве с учителем собрал Ballet Theatre Annual, по сути, тоже книгу балетных фотографий. Раз уж мы ступили на территорию моды, давайте поговорим о великих фэшн-фотографах, которые увлекались балетом и много его снимали. Опубликовать свои первые кадры в британском Vogue американцу Артуру Элгарту удалось в 1971 году, а уже в 1979 его пригласили снимать артистов New York City Ballet под предводительством самого Джорджа Баланчина. Тогда же Элгарт впервые сфотографировал Наталью Макарову и Михаила Барышникова, танцевавших в American Ballet Theatre. В 1999 году Элгарт побывал в России, куда позже не раз возвращался. Именно ему принадлежат уникальные кадры Вагановской академии с будущими звездами, маленькими Владимиром Шкляровым и Ольгой Смирновой, с юными Светланой Захаровой и Ульяной Лопаткиной.
Обратите внимание, Элгард не ставит детей в красивые отработанные позы, как это делают сейчас. Он смотрит им в глаза и видит в них характер и глубину. Параллельно Элгард снимал Джию, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, а также знаменитостей вроде Мадонны и Бейонсе. Легендарный немецкий фотограф Питер Линдберг тоже работал со всеми топовыми моделями, актерами и певцами, но с радостью соглашался снимать и танцовщиков. Мне вспоминается серия черно-белых снимков с артистами NYCB, фотосессия берлинской примы Полины Симеоновой и балерины Королевского балета Великобритании Франчески Хейвард. Эти фотографии не назвать стандартными, согласитесь, поза не выверена на 150%, но в каждой есть изюминка. Еще один гений фотографии, очарованный танцем, Патрик де Маршелье. Он снимал многих знаменитостей и королевских особ, но с радостью приходил и в балетные академии. На этих кадрах для Vogue ученицы лондонской школы. А здесь маленькие петербурженки. Для глянца де Маршелье фотографировал юную балерину Большого Марию Семеняченко. В нашем интервью Мария рассказывала в том числе и об этом опыте. Если не смотрели, горячо рекомендую. Ссылка появится где-то здесь и в описании. Также Патрик снимал Диану Вишневу и других звезд, общую программу которых продюсировал Сергей Данилян. Давайте вернемся на некоторое время назад. Думаю, важно упомянуть еще пару имен. До всех названных фотографов был Сесил Битон, официальный фотограф британской королевской семьи, который находил возможность как заглянуть в театральное закулисье, так и поснимать танцовщиков в студии. Ровесник Битона, албанец Гийон Мили, любил экспериментировать. Ему было интересно поймать не одно движение, а целую последовательность. Для этого Мили, инженер по образованию, использовал специальную стробоскопическую вспышку, позволявшую делать высокоскоростную фотографию. Снимал Мили не только балерин, на этом кадре, кстати, Алисия Маркова, но и танцовщиков других жанров. Например, голливудскую легенду Джина Келли, спортсменов, жонглеров, музыкантов и даже художников. Так, здесь Пикассо рисует в воздухе фигуру с помощью фонарика. Фото сделано аж в 1949 году. Уже в наши дни выросла целая плеяда фотографов, бывших артистов балета. Однако это совсем не новая история. Марта Своп училась в School of American Ballet вместе с Джеромом Робинсом, постановщиком вестсайдской истории, другом и соратником Баланчина. Неудивительно, что именно Марту Робинс много лет спустя пригласит снимать процесс создания киноверсии своего культового мюзикла. Затем Своп удачно сняла на постановочных репетициях Агона совместную работу композитора Игоря Стравинского и хореографа Джорджа Баланчина. Как танцовщица она понимала этапы движения и знала выгодные ракурсы. Вскоре Марту Своп начали приглашать на Бродвей. За всю свою карьеру она сняла, просто вдумайтесь, 800 бродвейских спектаклей. Причем она не просто приходила и снимала, проводилась большая подготовительная работа. Во время прогонов Своп рисовала наброски наиболее удачных сцен, запоминала их последовательность и потом на показе уже их фотографировала. Говоря об американской театральной фотографии, хочется назвать также имя нашей соотечественницы Нины Алаверт. Окончившая исторический факультет Ленинградского университета и начавшая снимать спектакли в театре комедии, Алаверт в 70-х эмигрировала в США и превратилась в своеобразного летописца русского зарубежья. Она снимала Барышникова, Макарову, позже Малахова, бывала на всех гастрольных спектаклях российских театров в США, следила за ростом молодых балерин и танцовщиков русского происхождения. В течение многих лет Нина Алаверт сотрудничала с Dance Magazine и всегда говорила, что в театральной фотографии больше всего ценит драматизм, а не гламур, который в определенный момент заполонил все тематические издания и интернет. Справедливости ради, даже в период повального увлечения внешней красивостью без понимания содержания, были люди, которые в первую очередь творили искусство. Для меня в 2000-х таким фотографом являлся Марк Олич. Его стиль, его снимки очень узнаваемы и, на мой взгляд, способны влюбить в театр абсолютно любого. Можно ли остаться равнодушным к этой магии, к настоящему волшебству закулисья? Не нужны никакие интервью, никакие громкие слова, чтобы понять. Марк Олич очень любит балет и артистов. Все его фотографии буквально пропитаны этой любовью.
Совершенно другие по стилистике, но тоже выдающиеся, безмерно красивые работы Дэйна Шитаги, которые он создавал в рамках проекта Ballerina Project. Если вдруг вы не знакомы с проектом, я вам завидую, правда. Вы сейчас откроете для себя целый новый эстетический мир. А некоторые кадры, возможно, перекочуют на заставки ваших телефонов и компьютеров. По крайней мере, так было у меня и моего окружения в 2010-х. Шитаги снимал балерин на улицах Нью-Йорка и других американских городов, а также в тесных городских квартирках. Зачастую на артистках не было пачек. А в то время, если уж фотографируешь балерину, так изволь больше пачек в кадр. Но на них были только купальники, иногда платья, иногда джинсы или только белье. В окружении монументальной архитектуры и величественной природы хрупкие танцовщицы выглядели совсем иначе. Не так, как в залах и на сценах. И это сочетание, на первый взгляд несочетаемого, давало интересный эффект. Плюс фотограф потрясающе талантливо подбирал локацию для каждой съемки. Потом, а проект длился много-много лет, автор стал повторяться. Среди моделей появлялись уже не только красивейшие балерины своего поколения, а, скажем, более разношерстные героини. Общий эстетический уровень работ снизился, и следить было уже не так увлекательно. Но это нормально, учитывая, что Дэйн держался на плаву и снимал своих балерин аж 17 лет. Оказывается, Шитаги даже издал фотокнигу со своими лучшими снимками. Если вы где-то ее увидите и средства позволят совершить такую покупку, берите не раздумывая. Это такая красота, и это действительно важный автор и важные этапы в эволюции балетной фотографии. Думаю, любой балетоман был бы счастлив получить такую книгу в свою коллекцию. У Дэйна Шитаги было множество подражателей. Вдохновившись Ballerina Project, кто только не начал снимать танцовщиков на фоне городской застройки. В большинстве своем эти подражания были жалкой копией оригинала. На них были порой не очень хорошо выученные и одаренные балерины. Да и авторы не слишком напрягались, не создавали историю и не наделяли картинку глубиной. Примерно в то же время у нас в России появилась своя яркая и запоминающаяся балетная серия. Вам наверняка попадались эти снимки авторства московского фотографа Александра Яковлева, на которых танцовщики позируют в облаке разлетающейся в разные стороны муки. Мука добавляет динамики, делает позу и движение более выразительным и энергичным. У Александра тоже было много-много подражателей по всему миру. Но, на мой вкус, до оригинала им далековато. К счастью, этой мучной серии творчество Александра Яковлева не ограничивается. Он снимает и в студии, и в репетиционных залах, и на сцене. Но самым, наверное, известным и востребованным отечественным балетным фотографом стала в 2010-х Дарьяна Волкова. Будучи профессиональной балериной, она начала снимать свой мир, то есть театральное закулисье и коллег. И скоро поняла, что хочет развиваться именно в этом направлении. Оставив сцену, Дарьян вовремя и очень грамотно начала заниматься своим личным брендом и продвигать свое творчество в соцсетях. Постепенно она выросла в фотографа, с которым мечтали работать все балетные, от малышей-подготовишек до мировых звезд. Мне кажется, Дарьян, как танцовщица, видит и умеет выстраивать линии, геометрию тела. Она понимает красоту высокого подъема, знает, как выстроить эффектную позу. Немаловажно и то, что Дарьян легко находит общий язык с артистами и хорошо понимает, чего от нее ждут. Этот контакт и общее видение результата тоже очень важны. Кажется, именно Дарьян стала в нашей стране, а может быть шире, в русскоязычном танцевальном сообществе первооткрывателем коммерческой балетной фотографии, которая расцвела буйным цветом в поздних 2010-х. Я имею в виду ситуацию, когда родители будущих балерин или артисты платят фотографу за то, что тот их снимает, но не в формате строгих выдержанных фото для резюме конкурсов и работодателей, которые часто делаются на белом фоне в однотонном нейтральном цвета купальники и в трико. Цель тут продемонстрировать физические данные молодого артиста. Их, конечно, оценивают в первую очередь по видео, но фото тоже просят. В коммерческой съемке, о которой мы говорим, минимализм, наоборот, не приветствуется. В какой-то момент стало модным брать для фотосессий дизайнерские платья, заключать рекламные контракты с ювелирными брендами, задействовать необычные локации, от дворцов до теплиц. Результат, конечно, эффектный, но все в таких кадрах как-то нарочито, то есть слишком показушно, рассчитано на зрителей.
а за визуалом в стиле дорого-богато будто бы только звенящая пустота. Как ни странно, даже в съемках фэшн-фотографов, которые упоминались выше, больше истории и смыслов, чем у некоторых нынешних балетных фотографов. А их сейчас развелось много. Вчерашние артисты и люди со стороны жаждут повторить успех Дарьяны и получать большие гонорары. Балетная фотография, по-моему, насквозь коммерциализировалась. Учитывая развитие соцсетей, это, наверное, было ожидаемо. Кто-то пытается перещеголять конкурентов спецэффектами. Кто-то, пользуясь связями и деньгами семьи, покупает рекламу, коллаборации, устраивает выставки имени себя любимого. Кто-то пытается расширить охваты, а кто-то, наоборот, сосредотачивается на узкой сфере. У всех разный подход. Есть ли среди их работ оригинальные и интересные? Наверняка. Но, на мой взгляд, такие снимки тонут в море одинаковых, трендовых, скучных и безыдейных. Среди не хватает авторов с широким кругозором и опытом, выходящим за пределы театральной фотографии. Живя в своем узком мирке и не желая учиться новому, ты рано или поздно оказываешься в тупике. Еще один момент, который, по-моему, сказывается на качестве, это модели. На большинстве фото, которые мы рассматривали с вами ранее, запечатлены лучшие из лучших, великие артисты. Каждый из них уникален как личность. Каждый, помимо впечатляющих данных, обладает харизмой и живет богатой внутренней жизнью. Сейчас же балетные фотографы снимают всех подряд, кто готов платить, и эти модели нередко оказываются не только недостаточно пластичными, выразительными, иногда откровенно плохо выученными, но и просто-напросто плоскими, заурядными, неинтересными. Откуда здесь взяться шедевру? Посмотрим, что будет происходить дальше. Технологии развиваются семимильными шагами. Мир визуала захватывает искусственный интеллект. Фотография, в том числе балетная, непременно будет меняться. Как именно, покажет время. Надеюсь, это путешествие в историю и современность танцевальной фотографии получилось интересным. Будет здорово, если вы захотите рассказать в комментариях о своих любимых жанровых фотографах и съемках. Я с удовольствием прочитаю. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить ему лайк, написать комментарий и подписаться на Непримо в Телеграме. До скорых встреч!